Приветствую вас на канале Бурмикс, с вами дядя Миша. Друзья, вы все знаете, что я обожаю азиатскую кухню. Хотя, в принципе, все кухни люблю. Но азиатская как-то отдельная какая-то линия проходит, и люблю ее готовить за ее простоту и быстроту. Вот сегодня будет шикарнейший рецепт фунчозы с морепродуктами. Ребята, готовим! Подготавливаем морепродукты. С креветок снимаем панцирь и убираем пищевод. В принципе, это не обязательно. Кальмары обдаем кипятком и снимаем тонкие пленки снаружи, выворачиваем и, конечно же, убираем пленку изнутри. Тогда кальмар получится мягкий. Нарезаем кальмар полосками. Отправляем к креветкам. Наливаем 50 мл соевого соуса и 1 столовую ложку рисового 3% уксуса. Я использую черный китайский рисовый уксус, но можно использовать и простой рисовый уксус. Перемешиваем и даем морепродуктам промариноваться минут 10. А сами пока подготавливаем остальные ингредиенты. Морковку нарезаем соломкой. Можно ее натереть на терке для корейской морковки. Со сладкого красного перца срезаем стенки и тоже нарезаем соломкой. Красный лук нарезаем перьями. Мелко рубим чеснок. Если хотите, можете чеснок пропустить через чесночный пресс. Зеленый лук и петрушку нарезаем не очень мелко. Корень имбиря нарезаем тонкими слайсами. Подготавливаем стеклянную лапшу. Заливаем ее кипятком и даем постоять ровно 5 минут. Через 5 минут фунчоза готова. Откидываем ее на дуршлаг и промываем в холодной воде. Ставим на какую-нибудь емкость, чтобы лишняя вода стекла. Все ингредиенты подготовили, переходим к плите. В вок или глубокую сковороду наливаем 3 столовые ложки кунжутного масла. Выкладываем туда имбирь, и так как у нас не любят острое, я кладу всего 1 маленький стручок острого перца. И таким образом ароматизируем масло. Затем извлекаем перец и имбирь из сковороды, а на их место закладываем морковку. Обжариваем на сильном огне примерно 1 минуту. Добавляем чеснок. Обжариваем секунд 30. Теперь добавляем сладкий перец и красный лук. Обжариваем примерно 1,5 минуты. Слегка подсаливаем и добавляем морепродукты вместе с маринадом. Прогреваем 3 минуты, добавляем черный молотый перец, 1 чайную ложку с горкой молотого кориандра. Перемешиваем и добавляем стеклянную лапшу. Чтобы было удобно есть, я ее при помощи ножниц нарезаю на кусочки. Вот таким образом. Еще раз перемешиваем и даем прогреться буквально минуту-полторы. Под конец добавляем зеленый лук с петрушкой, перемешиваем и убираем с плиты. Все готово, можно подавать. Друзья, судя по вашим комментариям, вы соскучились по Дине, по ее оценкам моих блюд. Так что, друзья, по вашим заявкам Дина возвращается и оценивает наше очередное творение. Слушаем тебя, дорогой мой человек. Я хочу сказать, что с этим блюдом в нашем доме поселился тайский дух. Я пришла с мороза, и Миша меня спросил: чем пахнет? Я говорю: Таиландом. Конечно же, это очень вкусно. Конечно же, это по-азиатски пряно. Конечно же, это экзотично. Опять же, по-азиатски. Очень вкусное блюдо, искренне рекомендую. И что немаловажно, оно очень легкое, что после новогодних праздников особенно актуально. Спасибо тебе, дорогой мой эксперт. А мы на этом с вами прощаемся. До новых вкусных рецептов. Обязательно подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, а то пропустите самое вкусненькое. Ну а пока, пока. Бай-бай. Бурмикс.